О, какая жесть. Вот это жара. Время 9:30. Жесть. Я на пляже в палатке. Фу. Я думал, что в какой-то момент я просто запекусь здесь, блядь, как беляш. Хорошо, что у меня достаточно недешевая палатка с фольгированным таким слоем. И, в общем говоря, иначе, мне кажется, я реально здесь как в микроволновке просто запекся. Ну, еще, конечно, спасает мой маленький мини-вентилятор, который от пауэрбанка всю ночь меня обдувал. И, в принципе, с ним более-менее окей. Кстати, классная тема. За всю ночь, где-то, наверное, часов за 7, всего лишь 15% пауэрбанк потратил 20-тысячного. Так что лайфхак работающий. В такую жару, конечно, плавать в море это жестко, но я просто по-другому не могу. Мне очень хочется охладиться любым способом. Так что сейчас иду поплаваю немножко. И пока не начал совсем жестко сгорать, буду выдвигаться куда-нибудь в тень. На сегодняшний день, наверное, сниму себе какой-нибудь хостел, где можно будет помонтировать видео и немножко нормально отдохнуть, потому что сегодня ночью я монтировал очередной видос прошлый, и было очень сложно, было очень душно, жарко, и в итоге, короче, я так и не смог его закончить. Вот это да! Что я могу сказать? Я практически один на весь пляж, потому что в такое время солнце уже почти в зените, и только отъявленные психи гуляют под ним вот так вот, без всяких средств защиты. Вьетнамцев вы практически вообще никогда не увидите, ну, если только это рыбаки, ну, или рабочий класс какой-то. Так что все море предоставляется исключительно в это время мне, и это хорошо. Пока я плаваю, все остается в палатке, MacBook, телефон, короче говоря, все самое ценное, что у меня есть, но вроде вот так посмотреть достаточно безопасно. Ну и в целом сам Хайян, он более безопасен. В Нячанге, мне кажется, я бы только отошел в воду, и мою палатку бы уже кто-то начал утаскивать. Поэтому лучше так не делайте. На свой страх и риск, короче. Ну что я могу сказать? Это офигенно. Море просто волшебное. Хорошо, что я взял с собой бутылку воды. Можно немножко хотя бы соленую воду себе смыть. Ништяк. Кстати, я сегодня забыл ключи в скутере прямо где-то там, далеко на парковке. Я надеюсь, что он будет там. И что я забыл ключи там, а не потерял их где-то еще. Собрался уже по-быстрому. Где-то сбор палатки у меня занимает, может быть, минуты 3, 4, 5 от силы. Вот с этого отеля периодически выходит охранник, смотрел на меня, улыбался, показывал: класс, чувак, какой ты молодец, делаешь что хочешь, спишь на пляже, а не в наших виллах, которые стоят по 10 миллионов донгов в сутки. Песок нагревается уже достаточно горячо, прям практически раскаленный. И это, представляете, это облачная погода, народ. Иду на выход, думаю, может, кокосика здесь дрябнуть. Ну, типа, хотя бы какого-нибудь электролита. Потому что бутылкой воды что-то я не отделался. Я что пил, что не пил. Очень быстро влага испаряется. Иди сюда. А вот это, смотрите, у меня уже здесь пляжный бро есть. Иди сюда. Иди. А это мой пляжный бро. Мы уже с ним подружились. Это, закарифанились уже. Он меня здесь полночи охранял на лежаке, да? Ну, хороший. Братышка. Да. Раньше гавкал на меня, а сейчас нормально. Хороший. Местные кокосы, прям с этих пальм. Кстати, классный бизнес, согласитесь. Посадил себе на участке 10, 20, 30 пальм, и все, и не паришься. У тебя постоянно, бесконечно растут и падают кокосы. Ну, единственное, нужно не забывать поливать эти пальмы. Очень сильно они их поливают, реально. Они иногда там по часу могут стоять вот так, одну корневую систему поливать. Ну, опять же, это выбор каждого, и всегда можно сделать автополив и не париться. Уже столько раз пользовался их лежаками бесплатно. Вот сегодня, значит, пришло время долги отдавать. Хотя бы таким образом. Я сколько на этих лежаках
не тусовался в разное время, и днем, и вечером. Им абсолютно вообще без разницы. Заказываю у них что-то, не заказываю. Они как бы не навязчивые, и наоборот, они улыбаются. И как-то раз мы их еще кофе угощали. В общем, какой-то такой, знаете, совершенно спокойный, дружелюбный контакт без навязчивости. Потому что некоторые шеки, там, да, ты на лежак присел, тебе сразу говорят: кокос купай или проваливай. Так что здесь все вообще на чиле. Коконат и мой бро, которого я, кстати, угощал кофе. Thank you, brother. Ну что, друзья, кокосик попиваю со своим новым другом. What's your name? Бин. 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 Короче, попытаюсь запомнить кореш Бин. Я как-то угощал его здесь кофе. Он, в общем, живет здесь, владеет вот этой кафешкой. Говорит, что просто чилит здесь, снимает этот дом. Это вообще не его дом. За 30 мультов он все вот это место снимает полностью, представляете? Домик у Джесуса стоит около 20, а вот этот весь пляж 30. Нормально, я считаю, только для местных. В общем, классный мужик. Уже шабит канджу с утра пораньше. Мне предлагают, но я так, днем не любитель. Гигантский просто кокос, смотрите, какого он размера, как моя голова. Я сейчас немножко здесь чилю и отправляюсь в сторону города. Буду искать хостел, надо забрать свой паспорт у Митяя, дома он в рюкзаке. И сегодня устрою себе день хорошего отдыха. Кстати, я забыл сказать, буквально послезавтра у нас визаран будет в Лаос. Поедем снова, будем делать себе опять 45-дневную визу. Я тут на лодке все на эти смотрю кокосовые, думаю, может можно поплавать, типа на рыбалочку, может там сгонять или еще что-то. Мы как-то через Google переводчик вроде общаемся, вроде что-то понимаем, но до конца, как будто, знаете, нет понимания, что он меня точно понял. Но вроде как он сказал, что не вопрос. Сейчас, говорит, лодку возьмем и поплывем. Типа удочки покидаем, я не знаю. Может, он меня просто покатает, хз. Я даже не знаю. Я в такое пекло, конечно, не то чтобы горю желанием отправляться туда на воду. Я сгорю там моментально. Я уже как бы красный. Так что интересно, конечно, он. Прямо сейчас, короче, говорит. Блин, как все быстро разворачивается. Я не думал, что он прямо сейчас это будет делать. Ну ладно, он даже мне дал свою кепочку. Потому что, там прям жестко напаливает. Ох, забавно начинаются дни, что-то происходит. Это так необычно, я не знаю, ребят. Как вот вы вообще живете, те, кто в городе, как у вас дни проходят? Как кто развлекается? Потому что я что раньше в России жил в квартире, что здесь в квартире абсолютно, странная хрень. Дом, вышел, пожрал, вернулся обратно, открыл ноутбук или в телефон, и как-то вот так вот дни проходят. Раз, два, взяли! А вот мы и на воде. Ой, запрыгивай, только не потопи нас. Он, кстати, взял с собой пару пивка. Я не знаю, может, пивка с утра пораньше баночку дать? Давай. Отлично. О-хо-хо. Пошла жареха. Кстати, очень интересный способ гребли. Просто раскачивает весло из стороны в сторону, и мы реально плывем. А вон впереди лодка, на ней мотор стоит. То есть они реально на свои бамбучины ставят моторчики небольшие, где-то 2-3 силы. Так, и что, он сеть будет, что ли, ставить? Так, что-то делает, не понимаю, что. Бро, что творишь? Окей, он просто поливает сеть водой, чтобы я не знаю, что. Ну понятно, все, закидывает. Смазал, короче говоря. Блин, я реально просто в шутку, не то, что в шутку, а просто так сказал, говорю, а что, может, когда-то можно порыбачить, и не прошло реально минуты, он уже, переоделся, и мы идем устанавливать сети, Дела, конечно, ребят, слушайте, так и недалеко и до завтрака, из рыбки и креветок. Я, знаете ли, не против. Слушайте, нормальный такой невод. Здесь, наверное, метров 100. Ну что, делайте ставки, сколько мы поймаем рыбы. Сейчас за 10 минут вот эту сетку поставим. Вообще конструкция не то, чтобы сказать, супер надежная. Смотрите, бамбук эпоксидной смолой пропитана какая-то пленка.
И, собственно, все. Ну, тут толщина вот этой стенки, ну, где-то миллиметра, наверное, 2-3. Так, мы вот оттуда отплыли до вот этого отеля буржуйского. Смотрите, у них здесь отдельно огороженное море, как бы, ну, так сказать, чтобы челядь не заплывала, которая вон там на пляже спит. Вип-ложа, короче говоря. Если честно, вот я так смотрю, сколько народу тусуется в этом отеле. 2 огромных дома, ну, там помещается, наверное, я не знаю, 1000 людей. На пляже, ну, может быть, человек 15-20 от силы. Опачки. Сетка установлена. Вот так, друзья. 4-й день стал бомжом, сплю на улице. И вот уже приобщаюсь к вьетнамской рыбной ловле. Глядишь, скоро и на вьетнамском заговорю. Все, пошло пивко. Блин, я даже не знаю, ребят. Я еще не завтракал ничего. Я пиво последний раз пил, наверное, лет. Я не помню, когда, ребят. Как говорится, все бывает в первый раз. И сегодня я развязываюсь, и многолетний режим без алкоголя вот так вот на вьетнамской лодке превращается. Мопхай байо. Нормально, погнали. Кстати, а ничего такой вкус. Давно забытый. Знаете, я раньше нормально так пожирал пивца. Ну, потом завязал. Я думаю, что с баночки пива ничего такого не случится. Так, ну что, мы уже здесь. Что я хочу сказать-то? У меня сел телефон прямо посреди нашей поездки. Но там особо ничего интересного не происходило. То есть мы поставили сеть. Потом я просто офигел. Ребят, он начал нырять прям до дна, доставать оттуда какие-то ракушки, песок. Я не знаю, сколько там метров, но он просто пропадал во тьме. В общем говоря, это было прикольно. То есть все про все, где-то 20 минут и 2 выжранные банки пива. Мне кажется, я немножко насвинячился даже с этой банки, я не ожидал. В общем, план такой. В 5 часов он сказал сюда возвращаться, и можно будет пойти снимать сеть, смотреть, типа, что там за рыба попалась. Может быть, мы сегодня будем ее готовить, я не знаю тоже. Так что посмотрим. Может быть, я сюда в 5 часов и вернусь, и сплаваем, снимем эту сетку. Ну а что, как бы дело уже начато. Сливаться как бы будет, как будто бы нехорошо. Нехорошо. Надо доделать дела до конца. Ну что, я уже у байка. Ключи никто не тронул, пожалуйста. Подходи, заводи, катайся. Бесплатный байк, никто не берет. У меня на самом деле привычка такая выработалась еще с Гоа. Там, как-то я никогда даже ключи из байка не забирал. То есть абсолютно где угодно оставляю. И всегда все было ништяк. Здесь, именно в Хайане, нужно выбирать места. То есть конкретно вот к вот этому месту пляжному у меня как бы есть некое доверие, что здесь никто ничего воровать не будет. Что такое, баньбао? Давайте посмотрим, что это. Баньбао? Kem. Show me. Can I see? Какая-то еда. Вот так они продают. А, мороженое. Окей, make, yeah. Kem đây. Kem bốc bé, kem lê đây. Cha, lương khoản đây. Ништяк. Полил топпингом еще. Окей. Это оказалось мороженка, в общем говоря, 10 стоит. Спасибо, чувак. Вот это, кстати, меня тоже радует во Вьетнаме. То, что можно проходить, и мимо проезжает какой-то мороженщик или чувак, который продает какие-нибудь булочки, пирожки. Вот почему так не во всех странах? Это так прикольно. То есть везде можно нарваться на какую-то интересную штуку. То есть она сама как бы ездит и ищет тебя. Ну что, за начало хорошего и продуктивного рыбацкого дня, за то, чтобы был улов. Господи, оно Ой, бля, оно дуриановое. Я люблю дуриан, но я не люблю всю продукцию с дурианом. Это очень странная, ребят, штука. Хочется охладиться, поэтому... Штука на любителя. Блин, я не могу просто это доесть. Серьезно. Это очень, знаете, такой... Сам дуриан я обожаю, но... Ароматизатор дуриана, это, вообще на любителя. Мне кажется, меня аж с пива с этой банки попустило вот этим вот
Аж нос пробило, реально. Так, кстати, хорошо, что я и на лодке успел сплавать, немножко скоротал время, потому что мне нужно дождаться, пока проснется Митяй. У него мой паспорт, а без паспорта я не смогу снять себе хостел. Так что отправляюсь сейчас на поиски своего паспорта, буду будить Митяя, заселяюсь в хостел, ну а там уже, наверное, ближе к 5 сюда-обратно приеду, будем снимать сети. Как раз подзаряжу все гаджеты и так далее. Погнали. Ох, не смог проехать мимо своей любимой кафешки, чашечка кофе. А, кстати, сегодня было так жарко, что я даже не стал кофе варить, хотя у меня как бы турка и газ. Так что первая чашка кофе за сегодня. После первой банки пива. Блин, знаете, я не то чтобы поддерживаю вообще алкоголь и всю вот эту историю. Ну, как-то я не знаю, что произошло. Почему я вот эту банку пива сегодня приглушил. Ну, какое-то ощущение было, что так надо. Но как экспириенс это было прикольно. И вообще я себя всю жизнь стараюсь настраивать таким ключом, что если я отказываюсь от чего-то, то это не значит, что я отказываюсь от этого на всю жизнь и ставлю на этом крест. Допустим, если я завязал курить сигареты, это не значит, что я не могу позволить себе по жизни в тот момент, когда мне действительно этого захочется, покурить сигарету, сигару, неважно что, я сделаю это. И после этого продолжу не делать это. И все. И как бы вот в этом мой смысл. То есть это, простыми словами, называется дисциплина. То же самое может быть и с пивом, и с наркотиками, и с чем угодно. Когда все в меру, все ништяк. Ну как бы, кому я вообще это рассказываю? Вы сами все знаете. Давайте, друзья, всем доброго дня. Пьем кофе, пиво, чай. Что хотите вообще, живем, короче. Сижу здесь уже часа, наверное, 2. Вита вот ко мне приехал в гости. Думаем сейчас поехать, может, до Митяя, ворваться к нему в гости и позавтракать там, не знаю, кофе попить. Вот Вита предложил идею купить дуриан и поесть дуриана. Поддерживаю. Митяй, кстати, это чуть не обрыгался от запаха дуриана, когда я его на пляже там что-то ел. Пока купим дурианчик сейчас, и пока, я думаю, до Митяя доедем, уже время 2 часа дня, чтобы вы понимали, и Митяй еще спит. Митяй, йоу, сколько можно спать? Прибыли на дуриановую точку. Вообще жесть. Просто я уже чувствую, что я сгорел прям конкретно. Но ничего, привыкаем. Вот. Заехал в фруктовую лавку, все время у этой женщины покупаю фрукты. У нас уже тут какой-никакой контакт с ней выстроен. B1 дуриан! Ну, давай посмотрим. В принципе, она мне всегда хорошие выбирала дурианы. Она всегда меня угощает. Добрая тетенька. One, two, bóng thế. Да. Тебе два. Дурианчики. Я не знаю, запах все равно. Я люблю дуриан, но запах его, он все равно странный. То есть вот именно из-за запаха его не любят люди. То есть, потому что когда его ешь, все как-то нормализуется. Но вот лучше его не нюхайте просто. Просто попробуйте и попытайтесь распробовать. Не уходите сразу в отрицалово в деле с дурианом. Видите, интерес и вот 90%, что вы кайфанете. Что это? Так, бесплатно. Давай распополам ему. Нам принесли просто попробовать дуриан. Он холодненький еще. Кто угощает нас? Все можно не брать. Блин, это офигенно, он еще холодный. Кстати, надо так делать, холодос его даст. Ну что, добыча, все про все. Вышел такой дурианчик, 165 донгов, по 80 донгов с человека. Вообще, мы сейчас объедимся, и плюс еще бонусный дуриан. Так, ну что, я надеюсь, Митяй, что ты проснулся, мы едем к тебе, потому что сейчас сгорим нахрен. Узнаю этот желтый куст, приехали. Опачки. Так, ну что, мы на базе. Йоу, Митяй, здорово. А что, у вас тут дил, что ли, какой-то происходит? Да, привет. Здорово. Привет. Здорово. Привет. Ничего, я тут просто блог снимал. Меняют деньги, да. Вот, кстати, здесь, видите, русские ребятки приезжают, деньги меняют, как бы все с доставкой, нормально. А мы уже сюда, как домой, как бы, приходим к Митяю.
Хозяин. Не знаю, что он уже думает. Мне кажется, что, может, он и так хорош. Но с одной стороны где-то лопнул. Вот он уже лопнул. Дуриан очень колючий. Давай. Вот это сосиска. Царь нормально. Кстати, знали, что плоды дуриана похожи на какашки панды? Еще добавляет, да, Да. аппетита. Ну что, давай вот эту теперь. В принципе, когда он спелый, вообще никаких проблем. Не знаю. О, есть. Так, запах пошел сразу. Да. Митяй, давай с нами дуриан попробуй. Бро, попробуй, ну хотя бы кусочек. Ну глянь, ну бро, он уже сам к тебе пришел домой. Ну попробуй кусочек. Ну вот почему-то мне запах совсем как... Так запах ты не обращай на него внимания. Ну просто, а что ты выплюнешь? Я просто кофе должен еще бахнуть. Давай сейчас сварим кофе, у меня же все с собой. Турка, шмурка и так Молоко далее. есть, да. Конечно. Давай тащи молоко, сейчас заварим кофейку. Кстати, дуриановый кофе это тоже очень крутое сочетание. Ой, ребята, а можно меньше? Бро, он охуенный. Я не знаю, как он может... Как это может не понравиться, вот Митяй, я просто не представляю. Если он тебе не понравится, это значит, значит, я не мы узнаем, знаю, что, да. значит, все вообще, у всех вкус настолько разный. Вот, так и есть. Потому что, ну вот ты же тортики какие-нибудь любишь, крем-брюле, например. Да. Такую штуку нравится, немного в целом да. сочетание. Вот это что-то похожее на крем-брюле. Почему-то. Ну все, так поближе покажу, как выглядит король фруктов. Кстати, недавно было выяснено, что дуриан это король фруктов, а мангустин это королева фруктов. Но вот это заслуженный король, потому что, знаете, когда король заходит вот куда-то, все сразу знают, что он зашел, и когда вот дуриан заносят в любое помещение, все сразу знают, что батя в здании. Я, кстати, слышал, что вот у арабского шейха, короля Абу-Даби, есть вот какой-то свой аромат, они сделали свои духи, какой-то уникальный запах. Но там тоже вот намешано всякого. То есть, типа, чтобы сразу издалека все знали, Да. что он где-то. Запах короля. И вот и в Дубае там популярно продается. Заходишь в эти магазины, где парфюм, и там можно прям найти вот запах короля. Дерьмово на самом деле. Ну, кстати, запах короля. Давайте понюхаем. Чесночка немножко, вареной картошки. Там тоже Что-то здесь, да, мускус какой-то, знаете, такой прям глубоко проникающий запах, супер стойкий. То есть, если съел дуриан, потом можно целый день ходить, и если отрыжка потом такая дуриановая происходит, спонтанные. да, то везде как бы ты ходишь, как будто пердишь ртом, блин. Так, ну что, вы заточим его, может? Или... Может, Митяйся? Да, Брэд был согласен. Да. Сейчас мы, короче, будем Митяя кормить дурианом. Вот он вообще, вы видите, как люди сопротивляются просто знакомству с этим фруктом? Я не знаю, неужели что-то такое отпугивающее. Прикинь, вот мне, например, если бы дали чеснок и сказали, попробуй, а я бы никогда не пробовал, у меня бы больше предостережений было, наверное, запах чеснока какое-то, что-то резкое такое, хрен пойми. Че, кофеечек у нас готов, кофе, молоко и дуриан, конечно. Зачем вот вам это надо? Но тебе самому не интересно? Блин, ну и то, что мне запах не нравится. Вот попробуй. Ну, это, Ну, у меня это же не кусочек опасно. маленький какой-то, можно Вот маленький. оторвать? Да, Это маленький? Это маленький. Блин. Просто попробуй. Не нюхай ты его, Митяй, ну камон. Да он не пахнет чем-то таким, прям, как лук. Может, ты лук не любишь? Нет, терпеть не могу. Ну, попробуй. Блядь, у попробуй. него вкус лука нахуй. Да какого лука? Это что? Не, ребята, Значит, это Как не- вытереть? Там это, просто это не мой круг. Бля, в натуре вкус лука. Чувак, ну ты это... Ну ты не дал ему шанса даже. Чё, блядь, чего ты ебались теперь с этим дурианом? Я сука такой. Хочу, да ешь. Может, холодное, может, вареное. Блин, я лук просто не терпеть не могу, чеснок, вот такие все штуки, это не мое. А он действительно отдает луком, да? Вкус Да. лука, я вот взял. Всем людям разное что-то напоминает. Кому-то лук, кому-то какую-то картошку с луком, кому-то крем-брюле. Мне, например, вот сладости какие-то напоминают просто. Может, кофе?
Может, с кофе зайдет. Давай поводный. Тащи последний, да, сюда. И прикончим его уже, избавим это пространство. Ну, значит, не пришло время. Смотри, их 10 сортов разных. Все разные. Все, дай угадаю, я должен буду попробовать. Чтобы найти все свой, 10. потому что какой-то один находишь, и все, и это становится твой любимый фрукт то из есть всех в мире. Я обязан его найти. Так, ну что, у нас время 4 часа почти. Мы тут что-то засиделись у Митя, напились пуэра, кофе, наелись дуриана. Сейчас пойдем чекнем здесь неподалеку хостел. Я снял хостел на 2 дня, чтобы можно было нормально помонтировать и отдохнуть перед визараном. Через 2 дня у нас визаран будет, мы тем же составом с Иисусом, Шамилем, еще с ребятами поедем в Лаос. Мы уже здесь в дормике находимся. Пойдем глянем комнату. В принципе, нормальное заведение. 1 ночь стоит примерно 100 донгов, это с завтраком даже. Но это будет кровать в общем номере, поэтому, никакой приватности здесь особо нет. Вот он, дормик. Ага, окей. Ну что, заселился? В принципе, вроде все просто. Вещи оставлять внутри, там даже никаких сейфов нет. В целом, пока бросил все там. Есть басик, в принципе, что тоже радует. У меня из квестов на сегодня осталось. Я же пообещал чуваку, что мы с ним сети пойдем снимать в 5 часов. И сейчас уже скоро практически 5, поэтому нужно будет ехать сейчас на пляж и снимать сети. А еще у меня спущено колесо на байке, и нужно по дороге еще каким-то образом выполнить квест подкачки колеса. Все, у нас расход. Митяй поехал по своим делам. Вита на рынок покупать продукты, чтобы готовить еду и кормить людей. Я поеду качать колесо. В общем, прикольный день вообще. Какие-то миссии, квесты решаются. Я даже успел пивка банку хряпнуть. Офигеть! Так, квестики-кокорехи вообще нашел здесь подкачку колес прямо неподалеку на районе. Все, короче, здесь удобно, рядом и можно найти без проблем. Интересно, сколько это будет стоить. Единственное, я не знаю. Ну, обычно подкачка колес какие-то копейки типа стоит, и, не знаю, 10 донгов, может быть, 20. 10 донгов стоила подкачка колес, в принципе, копейки. И у меня еще остался целый час до 5 часов, чтобы поехать снимать сети на пляж. Я думаю, что я сразу выдвигаюсь туда, потому что вроде договорился с мужиком, но и самому интересно посмотреть, что мы там поймаем на этот 100-метровый невод, потому что телефон, когда мы закидывали, у меня сел. Хочется дозавершить этот процесс. Ехать где-то 4 километра обратно на пляж, так что погнали. Приехали. Блин, офигеть, я опять загорел. Ну что, я встретил своего друга. Смотрите, волны, писец какие большие. Он сказал, что сейчас опасно эту сетку забирать. По ходу дела ничего не будет. Я не знаю. Может быть, просто заказать какой-то здесь еды и поесть, потому что я уже сюда приехал. Митяй вроде, Вита тоже собрались сюда на пляж пригнать. Может быть, просто почилим здесь, затусуемся, не знаю. А вечером, когда буду возвращаться в отель, чтобы продолжить монтаж, хочу вам еще показать одну прикольную буддистскую пагоду. Реально красивую, то есть она достаточно большая. Че? Да ладно! Рыбка! Maybe... Покажи. Окей. Короче, он снял уже без меня. Ну, такая нормальная. Окей. Похвастался уловом своим. Ну, нормальная здесь какая-то селедка морская водится. Я, конечно, чуть-чуть слегка разочарован, то, что не получилось самому это все увидеть, заснять. И хотелось, поймать эту рыбку, выкупить ее сразу же и заказать из нее какое-нибудь блюдо. Может, просто пожарить или там уху сварить. Так что сейчас подумаю, чем заниматься, что делать. Пока что непонятно. Ну, то есть, а вы как думаете? Смотрите, пляж, пальмы, что тут можно понимать о жизни? Решил заказать все-таки поесть чего-нибудь. Он мне рыбу показывает, что есть.
Давай показывай, что есть. О, май гад. How much? Có hồng. Hồng mất. Да. 400. 400. Что-то дороговато, он мне говорит, вот этот Red Snapper, это, я так понимаю, красный окунь, 400 донгов за вот этого Red Snapper, 1400 рублей за вот эту рыбу. Ну, может, на двоих это и, типа, иногда вот так можно, знаете, как, типа, раз там в несколько месяцев такое поесть. Но я не готов сейчас. Я homeless, я бездомный. Как я вообще могу позволить себе есть такую рыбу? Поэтому сейчас выберу что-то попроще. То есть он мне такой сразу говорит: так, давай сейчас креветочек тебе, тра-та-та. А я ему говорю: блин, чувак, да если бы я сам это поймал, тогда бы окей. А вот так вот просто ты мне из холодильника это достаешь. Ну типа, блин, нет. Хочется самому. Seafood, stir-fried noodles, with seafood. Во, вот смотрите. Макароны с морепродуктами и вегетарианским чем-то. Заказал макароны эти. А ты что-то завтрак из дуриана, ну, типа, не знаю, это тоже, конечно, еда. Хочется, знаете, чего-то, типа, побольше. Хорошо, что я сегодня снял хостел, потому что погода немножко как будто бы портиться начинает. Сильный ветер, мне кажется, это может пригнать сюда очень быстро тучи, а того и гляди, еще может и дождь пойти. В любом случае, в принципе, нормально. Я сколько дней? 5 уже, наверное, на улице сплю. А в хостеле пару дней нормально. Заслужил. Ну что, ребят, мне тут принесли уже мои макарошки. Какие-то такие макарошки. С чем они, не понимаю пока. Сифуда я там внутри что-то не вижу. Давай. Всем хорошего дня, всем приятного аппетита, кто кушает. Это сегодняшний мой, получается, второй завтрак, назовем так. Так что давайте, всем приятного. Где рыба? Где where is the fish? Почти что стал блогером. Это какой-то кринж. Я заказал макароны с сифудом. Там было написано seafood, vegetable noodles. Я не нашел здесь вообще никакого сифуда. Ну, то есть абсолютно нет. Здесь какая-то морковь, огурцы и все прочее. Макароны стоят 70 рублей. Ну, что достаточно дорого для просто макарон с луком там и морковью. Такой вот я человек, чтобы вы понимали. У меня нет здесь сифуда, который должен быть. И я не пойду туда и не буду жаловаться или там что-то, потому что я не знаю почему, я просто не люблю доставлять людям неудобства. И все. Я просто наслаждаюсь вегетарианскими макаронами. А это реально тоже вкусно. Ну, типа, ну, не повезло с рыбкой поесть. Ну, поем зато с морковью. И все равно кайфану. А вот есть люди, которые пошли бы разбираться, где моя рыба, блядь, в тарелке. И по итогу, я вот не знаю, ну, я бы точно не кайфанул. То есть я хочу сейчас просто есть, расслабляться и так далее. Я бы точно сейчас не хотел думать, почему они не положили мне рыбу в мою тарелку. То есть больше бы было вопросов, возни какое-то недопонимание. Поэтому я радуюсь тому, что есть. Вот Митяй до меня доехал. Че, как ты дела порешал? Нормально? Да, ну как порешал, да? Купил там в магазине, что хотел. Время уже 6 часов. И, как я и думал, ветер нагоняет тучи. Возможно, вот эта тучка сегодня прольет дождь над Хаяном или Данангом. Вот, кстати, наша корзина, на которой мы сегодня эту сетку ставили. Вот это у чувака прокачанная корзина. Смотрите, там какая-то типа удочка уже привязана. Побольше снаряжения. То есть, смотрите, как интересно. Мотор. То есть, летая конструкция с мотором. Вообще крутяк. То есть, где там аккумулятор, я не знаю. То есть, это может быть даже сделан мотор какой-нибудь, типа как от шуруповерта, который работает. Такой хрен потопишь. Ну что, сейчас встречаем закат. Еще немножко чилим и будем отправляться обратно в сторону хостела. Хочу в завершении этого видоса показать вам одну красивую буддистскую пагоду. И пойду, наверное, в хостел заниматься монтажом. У меня уже 2 видоса на таймлайне, включая вот этот. Так что работы много на самом деле. Реально много.
Короче, прикиньте, сидим, значит, мы за столом. Sài Gòn. Приходит вот этот чувак, приносит гриндер. Крутим вот такой просто гигантский косяк. И он как бы, знаете, даже выбора не давал. Он просто пришел, положил гриндер прям с травой уже намолотый на стол, бумажки, и просто такой смотрит и мысленно, ментально такой мне: крути, joint. Так что вот у нас вечерний Джонни. Будем сейчас курить, ну, как раз, чтобы потом на пагоде замедитировать можно было. Короче, тут Вита подтянулся очередной раз. Смотрите, что нам принес. Подгон какой-то. Бутерброды. Я просто увидел закуп Митяя, меня как бы приклинил. А что там он? Чувак живет во Вьетнаме, покупает хлеб, колбасу и искал мазик, который не нашел вообще, потому что его здесь нет. Вот, я подумал, пускай чувак нормально витаминов поест, больше энергии будет. Без убийства. Нормально. Ну, давай. Приступаем, бро. Хлеб на закваске, мазик, без яиц. Бро, спасибо. Меня как раз на хавчик пробило. Офигенно. Это просто вода. А, да? Ну, вода так вода, ладно, какая разница. Давай. Он тоже, наверное, думает, что это спрайт. Дегустация сэндвичей от Вита. Приобщаем как бы вьетнамцев к веганской кухне. Меньше, чтобы есть мясо, больше потреблять травы. Не только трава. Там и колбаса. Я в целом как бы не против того, чтобы и мясо иногда поесть, но и траву тоже потребляю иногда. Так, у нас культурный обмен произошел. Смотрите, ему понравился настолько Вита бутерброд, что он принес нам целую тарелку маракуйи. Вот это рок-изобилие бьет просто на этом пляже. Ты сахаром ее прям туда залил? Да, он так сделал, и я так и делал. Я так никогда не делал. Ты тоже сахар туда добавил? Кисло-сладенькая. О, очень кислая. Вот это похоже на такую, не знаю, дикая маракуйя. Тя, вот ты что ты скажешь, маракуйя лучше дуриана сегодняшнего? Лучше. Лучше? Как по мне, ну как я могу сказать. На любителя. Все эти фрукты, ребят, на любителя. Дуриан просто... Кислющая. Реально, вот это очень кислое, такое ощущение, что он прям сейчас насквозь мне желудок прожжет. Что, ребят, мы уже тут до хостела, до моего дошли. Набрали ПРчика, сейчас пойдем заценю вам пагоду. Кстати, посмотрите, как выглядит хостел. 90 донгов в сутки, плюс еще завтрак включен. Ну, это где-то меньше, чем 350 рублей, 320 рублей. И вот такие условия. В целом приятно. Ну, то есть я комнату почти не показал, но комната на 8 кроватей, двухъярусных. Вот здесь, смотрите, даже на втором этаже сцена есть. Настольный футбол, бильярд, басик и бар, где можно... и самое главное, собака. Иди сюда. Давай, иди знакомиться. Иди знакомиться, маме. Все? Нормально? Идем сейчас по вьетнамским улочкам вечерним в сторону пагоды. Послушайте просто настроение. Эту музыку душераздирающую, как будто бы попал в 90-е года, и вот сейчас там на эстраде будет кто-то забывать. Мы сейчас, кстати, находимся неподалеку от центра города. Здесь прямо очень ухоженные улицы. Много домов под сдачу. Вот это похоже на школу. Вообще Хайян на самом деле не изученное место для меня и для многих, потому что очень много вот таких вот районов, заворотов, отворотов, в которые, если не поселишься здесь в каком-нибудь хостеле или квартире, то ничего о них и не узнаешь. А в них спрятано дофига реально всего. Какие-то уютные кафешки, какие-то классные хостелы, аутентичные. Например, смотрите, впереди с вьетнамскими флагами, со звездой. Это какой-то хомстей, ресторан. В общем, сам по себе город эстетический. Я бы сказал, что Хайян — это не дневной город, это как раз-таки город вечерний и ночной. Потому что только вечером вся его красота раскрывается, потому что здесь почему-то людей научили украшать свои
дома, украшать свои здания всякими разными фонариками. Еще вот интересная тема во Вьетнаме при коммунизме. Смотрите, все дома открыты. То есть можно проходить и как бы заглядывать в чужие дома. И я сначала думал, что это как-то некультурно. Ну, потому что, типа, нехер смотреть в чужие дома. А они они специально открывают вот так двери. Ну, не просто же, чтобы люди не смотрели. Они специально открывают, чтобы они смотрели. И вот мы смотрим. Ну, то есть, смотреть особо не на что. Они прям просто живут. Вот бытовуха происходит. Реально. Вот, смотрите. Просто женщина у себя в доме сидит. Шьет, у нее тут мини-швейный завод. Вот, слышишь? Это мы пагоду слышим. Вон она справа. Мы как раз сейчас попадем на вечернюю молитву. Пришли. На пагоду тоже ссылку оставлю. Но я особо не вижу в этом смысла. Их здесь очень много реально. Так, ну что ж. Мы уже внутри. Как раз тут начинается. Или уже заканчивается песнопение. Так сказать, видос подходит к концу. Нужно расслабляться. Успокаиваться. Я так понимаю, что здесь идут какие-то открытые молитвы. То есть местные буддисты, они как раз приходят сюда каждый вечер и коллективно читают мантры, поют. Я даже, наверное, сказал. Собственно, здесь ничего сверхъестественного нет. А впереди вот эта самая прикольная часть этой пагоды. Это как бы задний двор, в котором очень много, во-первых, растений. Бонсаев, смотри. Вот это просто микродерево. Представляете, сколько такое растить? И как вообще это делать? Уголки природные с мини-статуями, кучей фонариков. Смотрите, лотосы в небе летают, все светится. Дальше у нас по курсу получается вот он вход в этот главный храм. По бокам 2 саблезубых льва. Еще одно офигенное дерево, просто посмотрите. Это все натуральное, чтобы вы понимали, это не искусственные какие-то елки. Просто я не знаю, как это даже. Глядите, это произведение искусства. Ну, то есть природа, она такое не растит. Вот это уже больше люди постарались, геометрию свою как бы привнесли. Тоже все в горшках усажено. Так, туда еще попозже схожу. Давайте по порядку. Значит, здесь в этом углу восседает сам Будда. Сзади у него такая психоделическая светящаяся мандала, гипнотизирующая подходящих к нему людей. Все сияет, светится. В общем, видно, что за этим местом кто-то ухаживает и создает здесь какой-то уют и атмосферу. Вот это тоже интересное какое-то место. О, вы слышите? Это как будто индийское что-то играет. Буддистское, все правильно. Я нашел звездчатый фрукт. Глядите, я нашел звездчатый фрукт. Вот он прямо здесь. Ой, блин, офигеть, он мне сам в руку просто упал. Блин, это по вкусу как фейхуа. Чего? Я так давно хотел фейхуа попробовать. Я даже не знаю, что это, но я просто ем это. Вот с этой стороны леди Будда стоит. Почему-то, кстати, ее мандала не светится. Нужен ремонт. И рядом Хатей, которому нужно типа гладить пузо, но до этого пуза не дотянешься. Слишком высоко. В общем, такой сидит, в улыбке расплывается. Видно, что символизирует материальный достаток, наверное, да, какой-то? Такой, знаешь, он как бы говорит: чувак, не обязательно ходить худым, как бы. Скелет можно на самом деле 4 раза в день питаться и тоже кайфовать от этого. Вообще. Дальше экскурсию продолжаем. Вот здесь еще домик, получается их 2 по бокам, и каждый этот дом посвящен какому-то мастеру. Вот это мастер, которого зовут, может, это не его имя, я не знаю, но То Су Минг Данг Кванг. Какой-то учитель, проповедующий буддизм. Пруды, смотрите, сколько рыбок там внутри, они все замерли, как будто не настоящие.
Так, идем дальше. Там еще есть интересные штуки. Да, это их внутренний бизнес, я думаю. Они как бы выращивают эти бонсаи и, возможно, просто дорого их продают. При каждой пагоде, как правило, есть свое производство чего-то. Ну, надо же как-то деньги зарабатывать. Там где-то фенечки плетут. Вот здесь, как видно, выращивают растения, типа, и создают такое микроискусство. Вот, смотрите. Просто, вот если сблизи смотреть, можно подумать, что это гигантское дерево. На самом деле, бамс. Вообще, у вас вот есть в домах вот такое? И у меня вопрос, почему в наших домах, ну, я про Россию говорю, потому что, как бы, я думаю, вы поняли, почему в наших домах вот такое не развито? Это же так прикольно, смотрите. Что это вообще такое? Вот это похоже на облепиху вообще, например. Может, это и есть облепиха, кто его знает. Ну, собственно, вот и вся эта пагода. То есть вот этот двор, он самый прикольный. В нем реально находиться очень приятно. Я, как вы знаете, вообще не то чтобы там какой-то ценитель типа храмов, ходить вот это вот по храмам, молиться и так далее, но именно вот эта пагода, она как бы меня... ну, что-то в ней есть, она мне прям в душу запала, то есть я тут хожу, и мне тут кайфово. Потому что тут реально как-то даже дышится по-другому из-за того, что все вокруг в цветах, и видно, что каждый из этих цветов реально, он настолько ухожен. На некоторых из них даже плоды растут, уже фрукты съедобные. Вы представляете? Вот это как сосна какая-то. А это центральный вход, то есть, видите, он закрыт с основной части города, а мы, получается, зашли с задней части, и с задней части проход открыт. Короче, мы идем ставить благовония. Здесь есть центральная чаша, то есть можно каждому конкретно отдельно воткнуть там Будде. Ну, я не знаю, это же буддизм, правильно? Здесь же как будто все одинаковое. Ну, все объединено. Поэтому выбираем самый большой чан просто и сжигаем. Так, ну что, друзья, за вас, как говорится, за нас и за спецназ. Нет, за спецназ не будем. Давайте за вас и за нас только. Господу помолимся. Ом намah Шивая. А, еще не показал вам последнее место. Здесь же есть два мастера, получается, которых здесь почитают. Я так понимаю, что это вот эти мастера, они здесь прям при этой пагоде жили и продвигали буддизм. Вот здесь тоже очень прикольный такой, смотрите, мини-лес с двумя маленькими Буддами. Вон там лягушка прыгает, вообще просто природа здесь во всей своей красе. Вон, видите, лягушка сидит на камне. А сзади, смотри, подсветка, какая-то пещера, что ли, или что там такое. Так, и вот она, еще одна пагода. Вот, кстати, смотрите, интересно. Это первое растение, которое я вижу, которое здесь неживое. Интересно, почему именно оно? И то есть не скажешь по стволу, что оно мертвое. То есть такое, оно достаточно крепкое. Может быть, просто его цикл подошел к концу. Видите? Листья осыпаются. Вот он, учитель. Кто-нибудь что-нибудь знает про него? Ну, монах нам вчера говорил, что из того, как я понял, что это какой-то его или дальний родственник, или, в общем, древний монах, который якобы основал вот эту пагоду. Да. Что я понял. То есть вот ему... Это не мумия. Это не мумия, да, смотрите, это настоящий как бы человек, который сидит в самати и замедитировал максимально, и просто сидит, ждет. Но это восковая фигура. Получается, восковая фигура вот этого. Вот он. Блин, ну слегка даже крипово, реально. Просто смотрите на него. Он как живой. Даже, знаете, они ему волосы как будто сделали из настоящих волос. Из настоящих волос. Теперь точно все локации раскрыты. Смотрите, вот это тоже. Какое-то мини-болотце и просто камни. Ну, смотрите, как, блин, офигенно. Что вообще творят ландшафтные дизайнеры? Почаевничаем, да? Это абсолютно нормально, что мы там сядем с чаем. Если мы будем сидеть, орать, ржать, еще что-то, это одно. А мы будем хотим тихонько посидеть и попить чайку. Тоже своего рода медитация, да? Да, Чай. да, я думаю, что мы это пространство только украсим своим присутствием. Во. Уже термос нас ждет, смотрите. А он не будет против? Кто? Это чувак, это склеп какого-то этого типатого. Это он? Да, я не знаю, это какой-то тип просто. Давай у него спросим. Да,
Мы тут чаю попьем, братан. Да, пейте чаю и можете даже косяк курнуть. Все нормально, пьем. А я тоже хожу и думаю, откуда эта мантра какая-то индийская играет. Они тут спрятали колонку Густаво. Ну что, друзья, наша точка назначения на сегодня достигнута. Мы сейчас будем здесь сидеть, чилить, расслабляться, пить чай, философствовать, слушать мантры и отдыхать. Вам, как обычно, желаю любви, добра, счастья и света. Побольше путешествуйте, побольше выползайте из дома, потому что я вот на себе прочувствую это всегда, постоянно, что как только мы останавливаемся, все, эта жизнь, она вообще становится тупо бессмысленной. Одинаковые вообще дни похожи на дни, и от этого сходишь с ума. Надо как-то выходить, идти друг к другу, общаться, придумывать какие-то квесты вместе, вовлекать друг друга во всякие интересные события. В общем, делать жизнь свою интереснее. Так что желаю, чтобы ваша жизнь была интересной, вас вообще радовала, вы от нее кайфовали и получали удовольствие, потому что ничто не вечно, как говорится. И вот это удовольствие или страдание, или кто как ее воспринимает, эту жизнь, это все тоже рано или поздно закончится. Так что кайфуем, пока есть время, друзья. И всем, в общем, счастья желаю. Так что давайте, скоро увидимся. Я буду еще снимать обязательно видосы. Видите, как выхожу, настраиваю себя, на ударный режим съемки блогов. Всем спасибо за просмотр. Пока.